I think the most important thing is to take the opportunities that present themselves. So we encourage students from day one to get involved, and that means becoming part of the organisation and reaching out and taking opportunities for internships, because that helps you to build that network, and that is why so many of our students get employment opportunities before they graduate. Хочу отметить то, что наши студенты начинают проходить практику уже во время обучения, так как в каждом из наших кампусов представлен карьерный отдел, который помогает студенту в поиске практики. Мы помогаем составить резюме, мотивационное письмо. Зайдите обязательно на наш YouTube и посмотрите видео с наших выставок, ярмарок, вакансий. Это колоссальное мероприятие, куда мы приглашаем ведущие компании, и наши студенты вместе с резюме и мотивационными письмами могут пройти мини-собеседование. Это что касается практики во время обучения. Ну а после обучения все наши студенты имеют поддержку того же карьерного отдела. У нас по всему миру 27 тысяч выпускников. В сети LinkedIn зарегистрировано более 10 тысяч выпускников. И это все оптимизирует поиск работы. И также хочу отметить последнее, то что у нас есть даже своя платформа, куда ведущие компании, такие как Facebook, Nestle, Unilever, зайдите на сайт и тоже посмотрите эту информацию, они подвешивают свои вакансии. Естественно, это не десятки и не сотни, но тем не менее наши студенты первыми узнают о возможности прохождения практики или дальнейшего трудоустройства в мировых компаниях. Чтобы найти работу после обучения за рубежом, нужно искать работу уже, когда идет обучение за рубежом. На первом курсе института я бы порекомендовал обязательно искать работу сразу по приезде. Сразу искать стажировки, сразу искать какие-то компании, возможности, потому что очень важно найти работу. По нашей статистике 65 студентов находят работу в первые 3 месяца по окончании обучения, что является неплохим результатом. И большинство наших студентов, конечно же, подрабатывает, работает, уже обучаясь у нас на программах. Так как мы являемся бизнес-университетом, многие наши студенты создают свои компании и проекты. Поэтому, если мы говорим о том, что сделать для того, чтобы выбрать работу, это прежде всего учить язык, учить в нашем случае английский язык, на котором вы будете проходить обучение. Также у нас на кампусах в Берлине и Ганновере можно бесплатно учить немецкий язык, что я бы тоже очень сильно рекомендовал пользоваться всеми возможностями вообще в принципе, да, в том числе и этой. И для российских студентов я бы рекомендовал зарегистрироваться на LinkedIn, само собой, и распространять свои резюме просто везде, где это возможно. Работу институты не гарантируют. Институты — это не HR-компании, которые устраивают студентов на работу. Гарантии такой никто не дает, но студенты, естественно, должны понимать, что чем креативнее они себя проявляют, чем лучше их показатели, их достижения, их проекты, их оценки, тем больше вероятность получения в дальнейшем работы. Но, опять же, как я сказала, язык страны – это очень важный фактор для поиска работы, потому что если ты только говоришь на английском, то половину возможностей ты для себя отсекаешь. Естественно, если ты работаешь в России, ты должен говорить на русском. Если ты работаешь в Италии, то на итальянском. И никто тебя на работу с одним языком не возьмет. Поэтому это очень важный критерий. Well, that's quite wide. That's a difficult one to answer because it depends what you're doing. So it can vary from, I think, anything from between $65,000 and up as an entry level. Тут на самом деле сказать сложно. Допустим, если вы приходите на работу в хорошую компанию, можно договориться с этой компанией, даже пройти такую стажировку неоплачиваемую. Но наши выпускники могут рассчитывать на высокие зарплаты в Германии. Если мы говорим вообще в принципе по Германии, то, если я не ошибаюсь, сейчас средняя зарплата после уплаты налогов около 2500 евро в месяц.
Соответственно, так получает вся Германия, да, то есть не обязательно студенты даже с высшим образованием. И если мы говорим о программах магистратуры и о высшем образовании в целом, то цифры будут, конечно, выше в любом случае. Поэтому по сравнению с Россией, конечно же, перспективы очень радуют. Швейцария – первая в мире страна по оплачиваемым стажировкам. Наши студенты получают минимум 2200 франков, то есть долларов в месяц. Это независимость на самом деле от школы, это плата, установлена государством. Также, если студент получает зарплату в дальнейшем, то это в среднем 5000 долларов плюс-минус. Зарплаты очень сильно зависят от направления, потому что, смотря в какой сфере студент в дальнейшем будет работать, потому что даже, например, фэшн-стилист, он может получать до 3000 евро просто за выезд с каким-то топовым клиентом на шопинг, да? То есть очень разные зарплаты, но в этой сфере они достаточно высокие. So as an education provider, we cannot give advice on migration. But what I can tell you is that when you have completed a degree in Australia, you are eligible to get a graduate visa, which entitles you to 2 years of work as a graduate. And that's quite attractive for a lot of students. Как получить ВНЖ, мне будет сложно подсказать. Я бы сказал, что по окончании университета дается 18 месяцев на поиск работы, и этим нужно обязательно воспользоваться. Потом студент приносит договор в соответствующий орган с работодателем, где ему продляется виза уже на рабочую. И, соответственно, после этого обязательно вы получите ВНЖ, если у вас будет такое желание, скажем так. Швейцария представила новую программу, называется «Талантливые профессионалы». После окончания всех стажировок, после пройдения последней годовой или полугодовой стажировки в Швейцарии после окончания университета, мы предлагаем помощь с поиском работы и, возможно, продлить вид на жительство на 2 года. Далее все зависит только от вас. Швейцария одна из самых низких стран по налогам, поэтому очень много русскоязычных компаний базируется именно там. Поэтому все в ваших руках, мы вам поможем и очень надеемся, что будет возможность остаться. ВНЖ, опять же, никто не гарантирует, потому что это очень сложный вопрос, особенно в Европе. Поиск работы и устройство на работу очень-очень сложно получить, чтобы тебя компания пригласила на работу, потому что компания европейская должна доказать, что именно ты являешься тем профессионалом, которого она должна взять, и что 10 итальянцев или 10 испанцев на это место не подходят. Поэтому ВНЖ – это сложная тема, которой, в принципе, занимаются юристы по релокации, но никак не институты. I think the most important thing, again, is making sure that you work on your language skills, because if you can communicate with people, then that's a step in the right direction. But it's also being open to things, letting go of expectations, because I think that is what sets a lot of people up for failure, is they think a thing should work in a certain way, the way it works in your own country, and it doesn't always work like that in a foreign country. I'm a foreigner, and I migrated to Australia, so I know what I'm talking about. It's really about being open to the environment and making friends, Australian friends and friends from other cultures, because that's how you become part of your community. Ой, это интересный вопрос, потому что я сама проходила через это, сама когда-то приехала в Барселону, для меня стало все шоком, но мне кажется, время помогает адаптироваться, как ни крути, но предварительно лучше ознакомиться с культурными особенностями страны, с правилами, с порядками, ну и как можно быстрее обзавестись знакомствами с другими вашими коллегами по университету.
очень интересный вопрос, потому что здесь затрагиваются, естественно, и психологические моменты, должна быть подготовка именно такого морального плана. Для этого как раз-таки есть наши коллеги Академ-консалт, которые проводят подготовительную работу и дают советы именно, как проще адаптироваться. Также, конечно, нужно почитать про страну, про ее традиции, про то, как люди живут, да, чем они интересуются, рассчитать расходы именно на проживание, может быть, сидеть в каких-то чатах, да, для того, чтобы уточнить, как действительно иностранные студенты там проживают и как они выстраивают свою жизнь. Но в первую очередь это, еще раз, консультация грамотных специалистов, которые смогут правильно направить. Наверное, никак, потому что я сама переезжала в новую страну, и это было тяжко, даже несмотря на все знания языка и так далее. Но, наверное, самое то, что я бы советовала, это не думать о трудностях и так далее, пережить самый сложный период, заводить как можно больше друзей среди международных студентов, потому что они в такой же ситуации, как и вы, но и как-то сохранять бодрость духа и позитивный настрой. На самом деле нужно просто правильно выбрать университет. Если в университете есть кампус, как, например, у нас, мы очень маленькие, мы учимся и живем в одном здании, тем самым все студенты все вместе, все приезжают поодиночке, образовываются группы, друзья, и вы путешествуете по всему миру. Конечно, с образованием переехать легче всего, особенно если это включает в себя кампус, что не просто образование и проживание там. То есть на классную деятельность тоже очень влияет. Я бы сказала, что надо начинать с языка страны, вот и все. Только этим ты себе облегчишь жизнь, потому что если ты выйдешь на улицу, ты не будешь знать, как заказать хлеб, купить хлеб или заказать еду в ресторане, то свою жизнь ты, конечно, только усложнишь, а никак не облегчишь. Поэтому, конечно, когда ты едешь в страну, где помимо английского общаются на другом языке, только учить язык страны, это облегчает полностью жизнь во всех направлениях. I love it. I'm a citizen now. Australia is a very cosmopolitan country. It's a very friendly country. We are a college that's very active and very much involved in sport. I'm South African by birth, so that resonates very much with me. And I think that is important, is just being open and it's a very accepting community generally. The Australian people are very warm and very friendly. And they will help you when you need help. Уф, это мой любимый вопрос. Я безумно рада, что я сейчас живу в Барселоне. Волею судьбы я, наверное, попала в Испанию, потому что изначально я планировала обучаться в Германии по стопам своего старшего брата. Сейчас Барселона – это мой второй дом, там мои друзья, моя работа. Естественно, я посещаю родину, она в моем сердце, но, тем не менее, уже поменялся чуть-чуть взгляд на жизнь, приоритеты, ну и вообще образ жизни. Но по-разному, да, есть, конечно, свои плюсы, есть минусы, но тут еще раз зависит от человека. А если это страна, которая вам нравится, которую вы любите, то вам будет все легко, и вы будете с удовольствием, так скажем, все это делать. Да, это очень интересный опыт. Хорошо, наверное, сложно переезжать, потому что я советую действительно всем международным студентам не переживать по этому поводу, потому что как бы вы ни хотели уехать, как бы вам не интересно было учиться, всегда будет какой-то переходный период. Но я думаю, что если вы уже выбрали себе путь обучения за рубежом, это будет действительно интересно, это будет интересный путь, он будет богат новыми знакомствами, новой культурой, поэтому даже если вы не останетесь в новой стране, а затем по завершении учебы вернетесь в Россию, это будет бесценный опыт, который вам, я уверена, понравится. Шикарно. Особенно, когда ты находишься в центре Европы, в любые выходные это горы или озера, хочешь час до Милана, час до Германии, Австрии, Франции, всегда можно слетать домой, особенно с местными зарплатами. Круто, всем советую. Я думаю, что вот именно открыть себя. Это есть возможность, как говорят американцы, для opportunities, да? В Америке это как бы land of opportunities, так что можно всегда найти себя, можно свои возможности раскрыть и действительно добиться
своей мечты? Ну, для каждого она своя, то есть как-то для меня жизнь прекрасна, потому что я живу в Испании в данный момент, а я тоже уехала в свое время на обучение на магистратуру и осталась жить в Испании, работать, и мне это очень нравится. Но на самом деле зависит от человека, от его ментальной подготовки, потому что если это ребенок, который никогда в жизни не выезжал за рубеж и жил всегда с родителями, у него может быть большой перелом, и он просто может в какой-то момент сломаться и вернуться домой, потому что ему будет тяжело. Но если ты уже взрослый человек, то, в принципе, зная язык, я думаю, что адаптироваться достаточно легко, тем более, если ты уже до этого много путешествовал, много где был, и, в принципе, знаешь более-менее, что тебя ожидает.